За 20 лет не исправились, а вы хотите за год, за полгода исправились, чтобы они? Ну, лично у меня зарплата не поднялась. Мы не бедные, мы бедно мыслим. Как жила страна бедно, так она и живет. Уровень бедности снизился до 10,5%. И вы ему верите? Так а кому верить? Себе верьте. Hello, friends. I found a recent Winter Street interview for you about Russia's eternal prosperity, rising salaries, the decline of poverty, and the overall economic boom in the country. At least that's what Putin claims. I think you'll enjoy the reaction of ordinary Russians. Ну, за последний год легче стало жить или труднее? О чем вы говорите? Какой легче? С чего легче? Цены поднимаются, а пенсия не поднимается. Поднимут пенсию вот настолько, а цены вот настолько поднимаются. Как вы считаете, у нас бедность растет или снижается? В стране растет. А Владимир Владимирович сказал, что снижается. И вы ему верите? Так а кому верить? Себе верьте. Pensions in Russia are like tipping a waiter. They give you something, but it's still embarrassing. And the real shame is that people have so little trust in our president. After all, he helps the people every single day. One day he cuts off the internet, the next he raises taxes, because the operation to liberate Ukrainians from life isn't going to pay for itself. Как вы считаете, а что нужно сделать для того, чтобы улучшить жизнь простых пенсионеров? Власть поменять. А другие методы? Больше никаких методов я не вижу. Так может они исправятся и как начнут? Кто исправится? Власть? Власть. За 20 лет не исправились, а вы хотите за год, за полгода исправились, чтобы они? Ну, может, они старше становятся и мудрее. Да. Наверное, мудрее все. Wow, what a bold answer. Of course, poverty in Russia has dropped by 10%, but Putin somehow forgot to mention that the drop came from people literally dying, either from hunger and lack of support, or from going to fertilize Ukrainian soil after losing their jobs in the regions. У нас на самом верху заявили о снижении бедности в России. Как вы на себе это ощутили? Ну, я на себе не ощутила. Ну, наверху же говорят. Ну, не знаю. А вообще верите в перемены? Перемены? К худшему верю, к лучшему нет. Ну, как, я считаю, что пенсии у людей маленькие, поднять им побольше пенсии. Так поднимают же там по 1000, по 500 рублей. А что там по 500? А у кого вообще маленькая пенсия? Они вообще не замечают. Как вы считаете, какая должна быть достойная пенсия для пенсионера? Чтобы отдыхать, в отпуск ездить. Наверное, хотя бы 50. In the US, $600 a month is the price of the most basic medical insurance, and in Putin's Russia, it is an unattainable amount for a pension. We are not so stupid to give money for insurance because it is always with us. Crossed yourself, prayed, and you have daily protection with you. How good that we have television and cheap vodka. А реально в нашем государстве? Ой, я думаю, наверное, нет. Почему в других странах реально, а у нас нет? Мы на свою должны страну равняться, смотреть. А нам что чужие страны-то? Ну, с кем-то же надо сравнивать. Я, честно, мне 52 года. Ну, вот в этом году будет. Я последний раз на море была, когда закончила 10 классов. Это 1988 год. Вот и все. Я не могу себе позволить это сделать. In Putin's Russia, a vacation means the time you get fired from one job because your back can't straighten anymore, and you're forced to look for another. And anyway, breaks are harmful. The sun ruins your skin. As they say, if you never read 1984, you'll get your final vacation in 1988. У нас в Якутии сколько алмазов добывают. А как вы считаете, куда уходят эти богатства? Ой, это я уже не буду говорить, куда уходят. Люди, наверное, все знают, куда они уходят. Так что до свидания. Снижение бедности не очень заметно. Владимир Владимирович сказал, что снижается. Ну, а я думаю, что растет. Растет, конечно. So what if poverty is rising? At least we have a store where you can observe products for free. Learn at last to compare with the worst possible options. Putin doesn't lie. He's a master of reverse honesty. А почему у вас расходятся мнения? Ну, в принципе, я хочу за себя сказать, у меня чуть-чуть, да, повысился уровень жизни, зарплату немного повысили. Но я знаю многих своих знакомых, у которых чуть-чуть ниже. Извиняюсь, а сколько у вас сейчас зарплата? 16.
In the decaying countries of the West, $191 a month is what people spend on beer or regular pet food, but in the nuclear superpower, it's a normal salary. Владимир Владимирович сказал, что у нас бедность снижается. Ну и что? Что он сказал? Так что, получается, кому верить-то? Знаю, кому. Ну, например, нам, пенсионерам, лучше не стало. У нас никакого нету документа, что сегодня, что завтра, например, хлеб будет 30 рублей. Мы приходим, сегодня 23, я взяла, завтра 30. Attention, don't miss it. Coming soon, Fast and Furious 10, Bakery Drift, starring Russian grandmas racing through supermarkets, drifting with shopping carts, and bumping each other to hunt down cheaper bread. No rules, no brakes, just pure adrenaline and discounts on a loaf. Да, никак не ощутила. Как живу, так и жила. Разве вы не стали богаче? Нет, не стала. Ну, лично у меня зарплата не поднялась. Ну как она может быть расти, бедность, не будет бедности, если цены какие? А что, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо? You've got it all wrong, man. This isn't a failure of Putin's economic policy. It's a special metabolic operation. No gyms, no nutritionists. The president needs skinny citizens. Otherwise, how will you be able to march with a rifle into Europe when he attacks it next? Как вы считаете, как нам победить бедность в России? Что у нас нереально. У нас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. А что не так с нашей страной? Страна Россия. Сколько нужно зарабатывать в России, чтобы считаться не бедным? Надо за все платить, одеваться, естественно, питание нормальное, также лекарства дорогие. Так что, думаю, минимум, наверное, 1070, а то, может, и даже и больше. А много ли у вас знакомых, кто получает больше 70 тысяч? Ну, у меня на данный момент таких, нету. Таких нет у меня знакомых. Oh dear, don't drift too far from reality. Why would you need such riches? What, planning to buy cheese once a week? Or, God forbid, fix your teeth? And tomorrow what? Allow yourself to turn on the lights in the evening like real bourgeoisie? A vacation once a decade, and maybe even a new coat. Money is power, and as the classics said, with great power comes great responsibility. О какой зарплате вы мечтаете? Какие вопросы, да, задают? Провокация прям. Так в чем провокация-то? Ну, не знаю, зарплата. Ну, именно у меня, да, у женщины зарплата. Ну, чтобы не выдумывать, наверное, 30-35. А вы считаете, это достойная зарплата? Нет. Ну, больше никто и не заплатит. А как вы думаете, почему? Ну, потому что прожиточный минимум, если 14 тысяч. И зарплаты, если минимальные такие же, откуда же будут такие зарплаты? War is peace. Freedom is slavery. And asking about your salary is a provocation. True patriots don't ask how much they earn. True patriots ask how much more they must endure and where to sign up for the meat assault. Speaking of meat, dear viewers, isn't $400 the price of your monthly meat cravings? Please write in the comments. I'd love to read it. А мы не бедные. Мы богатые. А в чем заключается наше богатство? В душе в наше богатство. Мы не бедные. Мы бедно мыслим. Мы богатые на самом деле. Все у нас хорошо. Ну, вообще средний, если, наверное, 1060, чтобы обеспечить себе проживание, еду, просто место хорошее, где можно жить, ну и также развлечения. И на себя можно было бы тратиться вот так. А как вы считаете, в состоянии ли страна обеспечить такие зарплаты? Да, вполне. А что не так у нас идет? Я не знаю, честно, в политике не разбираюсь, но знаю частички истории, когда это было возможно, и вполне, если взяться за это, то да, народ можно обеспечить. Yeah, man, you're absolutely right. We're not poor. Every day, Russia is producing more and more millionaires. Just look at their luxurious transport, the latest model of wheelchairs, rolling without airbags. Just look at the palaces they're building. Neat rows of crosses in the cemetery, identical, but at least free. Their money is spent by their wives, some on a new iPhone, others on cheap tiers for TikTok. Russia is getting richer, man, just not where you're looking. Ну, есть такие люди, которые не хотят работать и, возможно, жалуются,
что не хотят работать, что нет работы у нас в городе. Есть. Пройтись. Только мало зарплата. Ну, это ж. Поэтому на 3-4 работах работаем. А мечтали бы ли вы работать на одной работе и где бы вам достойно платили? Конечно. А где такое возможно? Вы у меня спрашиваете, я хочу у вас спросить, где такое возможно? Welcome to Putin's Russia. Only here we have a unique plan. Pay with your body for 3 or 4 jobs. Get the salary of just one. The bonus? A stroke right on your shift. The corporate perk? A spot at the cemetery. How lucky we are to live in such a wonderful time. А какая должна быть у нас зарплата и пенсия, на ваш взгляд? Нормально, чтобы можно было прожить. В сумме это сколько? Ну, хотя бы 1050. А разве не платят столько? Нет, конечно. А у нас 47 тысяч средняя зарплата по стране. Ну, извините меня, то мало ли что говорят. Говорят, как в Москве курдаят. У нас нету ничего. Много ли у вас знакомых получает 42 или 47 тысяч? Нет у нас, я не знаю. Я сама работаю в больнице, еще пока такой суммы не было. All Russians are equal, but some Russians are more equal than others. Putin's animal farm. In the average salary lies all the magic. Ordinary people chew cabbage, officials chew meat, and on paper we all feast on stuffed rolls. She says she's never seen $550 in her life. Strange, because in the official report she's been living in London for years, sipping champagne. Я получаю 15 тысяч, вернее, сейчас уже 17 тысяч получаю пенсию. Без мяса не живу. Вот как вы считаете, какую тогда я должна получить пенсию? Вы считаете, что 17 тысяч – это достойная пенсия? Нет, недостойная. Но в то же время не раздета, не разута и с мясом всегда. So that's who really needed a meat grinder. Dear friends, now you know how to make any Russian grandma happy. Who needs all your money anyway? Just bring her meat. Meat is all she asks for. Как жила страна бедно, так она и живет. Президент сам сказал, что уровень бедности падает. Сказал, что мы не будем отменять не будем увеличивать пенсионный возраст. Кто так сказал? Президент сказал и повысил через определенное время. Да не может быть, он же никогда не врет. Ну, вот так вот. Это Россия. Бедность в России снижается или растет? Мне кажется, в связи с последними событиями, мне кажется, растет. Цены сильно очень повысились, зарплаты не повышаются, поэтому... Потому что в России, чтобы нормально жить, и, мне кажется, без ипотек, кредит на квартиры и т.д. очень сложно. Поэтому в любом случае очень-очень хорошо жить не получится. In the West, a mortgage is a sign of trust. The bank believes you'll keep earning, and the state believes your salary won't disappear tomorrow. In Russia, a mortgage is a mark of poverty. The bank knows you have no way out, and the state believes you won't leave anyway. I'm honestly disappointed with this video and the answers from Russians. It's so hard to write yet another comment about how they're just unconscious sheep being led to the slaughter. А в это время слуги народа из «Единой России» в Государственной Думе предложили проект-поправку о сокрытии своих деклараций о доходах и недвижимости. И почему-то, мне кажется, они эту поправку обязательно примут. Вероятно, есть что скрывать от народа. Дорогие друзья, обязательно напишите в комментариях, а что вы думаете по этому поводу. But seriously, I want to thank the author and everyone who took part for their courage. Speaking openly in today's Russia is like an extreme sport. And as you remember, I don't wear this mask for fashion. Friends, making content on YouTube is getting harder every day because of blocks and restrictions. But thanks to your support, this channel keeps going. I also want to say a huge thank you to everyone who keeps supporting the channel with one-time donations in the YouTube comments. You're the best. But if you can, please consider doing it through Patreon or buy me a coffee instead. That way, your support reaches me much more directly. YouTube takes a 30% cut, while those platforms only take around 10%, plus you get extra perks. For example, with a Patreon subscription starting at just $3 per month, you get early access to new videos and exclusive content not available anywhere else, like the raw, unfiltered testimony of a Russian paratrooper dragged into the invasion of Ukraine without warning or choice. He exposes the chaos, corruption, and cruelty inside the army and how telling the truth made him a target of the FSB. A very special thank you goes out to those of you who, on top of your Patreon membership, still find a way to support me through one-time donations on Buy Me a Coffee. If heaven exists, I'm sure there's a warm and well-lit corner there, reserved just for you.
Right now, I have 56 incredible patrons. Let's hit 60. Not saying goodbye. See you soon.